Это видео попросила меня записать мама сирийского ребенка, ее собственного ребенка. И она попросила меня записать это видео как информационное, предупреждающее видео тех иммигранток, мам, отцов, которые сейчас собираются эмигрировать в Европу, получить ВНЖ и отдать своих детей в школу. Я в первую очередь тот же самый иммигрант, который до сих пор проживает в эмиграции разных стран. Я сталкиваюсь с разными системами. И я работаю с разными системами. Как юрист и как те роли, которые у меня были в карьере. И самое, что поразительное, когда я встречаю очень много разных женщин, разных национальностей, и они делятся со мной своими жизненными ситуациями, не только кейсами, которыми я работала, да. И я хотела бы сегодня, сейчас тебя, женщины, мамы, жены, предупредить о системе Европы воспитания детей в этих 3 странах. А в каких именно? Что такое Барневерндет? И почему я говорю здесь не о Норвегии? Я говорю о Европе в целом. Я говорю о таких странах, как Финляндия, Германия, Швеция. У них у всех одна модель. Дети — это не то, что в странах СНГ принадлежит тебе, да? Как правильно воспитывать, как правильно думать, о чем думать, во что верить. Там, именно в этих 3 странах, да, которые я озвучила, иммигрантки в 3 раза чаще теряют своих собственных детей в органах опеки. Да, 23 нарушений ЕСПЧ по сей день, с 2015 года. А что случилось в 2015 году? И почему 43 обвинительных решений из 65? Что не говорит о какой-то теории заговора, да, против иммигрантских семей, детей. Это международный суд. Я говорю о тех резонансных кейсах, да, которые вызвали большую аудиторию во всем мире. Не только в Норвегии, не только в Европе, не только в Соединенных Штатах. К примеру, эта семья, они приехали в Европу. Они эмигрировали туда за хорошей, лучшей жизнью. Это семья Бондарю. Они были иммигрантами того поколения, да, прибывшие с Румынии 2015 года. Также вторая семья, которая прибыла с Индии, Чакраборти. И о них также, кстати, есть документальный фильм. И по каждому этому кейсу был определенный триггер. А какой именно триггер? И почему каждая иммигрантка до того, как она прибудет в ту или иную страну Европы, либо даже в Соединенные Штаты, Аргентину, она в группе риска? Почему? В этих странах шлепок – это закон. Это насильственное дело, которое направлено против своего собственного ребенка. Второе – кормление руками своего собственного ребенка. Третье – это эмоциональное поведение в школе, в общественных местах. Это закон. И у каждого этого сигнала, возможно, в странах СНГ это норма, потому что культура разная, потому что традиции разные. Для них это сигнал. А особенно сигнал к организациям опеки. И я бы обозначила здесь 5 пунктов для каждой мамы-иммигрантки, которая собирается в эти страны. Да и вообще в другую любую страну. Первое, что бы я тебе посоветовала, и
это не смотреть на эмиграцию в ту или иную страну, как первое, самое главное, да, это высокие заработные платы. Ты мать, ты должна в первую очередь думать о безопасности своего ребенка, семьи. Ну так вот, первое, изучить закон. Изучить закон в страну, куда ты собираешься. Я бы назвала вторым фактором это найти в той или иной стране, куда ты собираешься, да, для себя, для своей семьи локального юриста. You never know. Ты никогда не будешь знать, с чем ты столкнешься. Под третьим пунктом я бы обозначила документировать все. Все, с чем твой ребенок, ты и твоя семья сталкивается. И знать полномочия тех или иных социальных работников. И не дай бог они постучатся в твою дверь. Потому что, к сожалению, в Европе есть такая черта у людей, да, особенно твои добродушные соседи, которые улыбаются, а может и поздравляют тебя с праздником. И никогда не будешь знать, откуда звонок поступил к этим соцработникам. А у них это принято, у них это норма. А у нас это норма? Ну вот задайся этим вопросом. И последнее, напоследок, да, я не хочу агитировать ни тебя, ни кого-либо. Эмигрировать в Европу, либо не эмигрировать. Я агитирую, чтобы мама, жена наконец-то встала и подумала, прежде чем я своего собственного ребенка, да, увезу куда-либо, а знаю ли я до того, как что-то произойдет. И что делать? Но если это тебе не резонирует, и более тебе интересна Аргентина, Франция или что-либо, да, и куда-то ты туда собираешься, в эти страны, если у тебя уже есть юрист, но если тебе нужен человек, который не только тебе скажет и подскажет с юридической точки зрения, да, посмотрит твои документы, но и также поделится с тобой как мама-иммигрант, да, как человек, который строит карьеру, строит бизнесы, не в странах СНГ, а где-то там, да. Пожалуйста, все контакты в шапке моего профиля. Обращайся. А можешь написать просто в Телеграм мне. Удачи!